Вот такой вот ТВ-бокс G7 Max, он приехал ко мне на обзорчик, купил я версию именно максимальную, потому что меня заинтересовали характеристики в 4х64, iMlogic S905X4, 1000 мегабитный LAN, вот такой вот голосовой пульт и, конечно же, Android TV прошивка. Но что внутри и насколько он пригоден для того, чтобы его использовать, будем разбирать в этом обзоре на канале Технозон. Поехали! Слушайте, ну мы на AliExpress, а вообще, перед тем, как мы будем сейчас его разбирать, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, и ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под видео, также и на ТВ-бокс, который мы будем советовать вместо него. Потому что за $60, казалось бы, неплохой вариант. И мы смотрим G7 Max, Android 11, Android TV 11, 4х64, 4х32, 1000 мегабитный LAN. И тут мы видим Netflix Prime Video, и казалось бы, блин, похож на сертифицированный ТВ-бокс, потому что прям везде указывают этот Netflix, везде указывают этот Prime, и везде прям на коробочке даже написали. Смотрите, прям на коробочке написано Netflix. Да что я ее там-то показываю? Коробочка это здесь, коробочка это здесь. И смотрите, как интересно, я сейчас ее закрою. Вот, смотрите. Netflix, Prime Video, YouTube, ну YouTube, понятное дело, Disney+, то есть они закос делают под сертификат. Оранжевая коробка, как у Mi Box, да, они там любят Mi Box оранжевыми коробками, как и тот же самый Amazon, браваду наводить. Но тут у нас вопрос дальше. Мы начинаем ее тестировать, мы ее получаем, вроде бы 5 ГГц, нормальный 1000 мегабитный LAN, такой более-менее, но никакого сертификата там нет. Они тут, конечно, пишут, как преимущество H265 кодек поддерживать, но это уже очень старая фишка, как и VP9 для YouTube тоже очень старая фишка, а V01, ну это уже, извините меня, кодек даже не этого года, а черт знает какого года, и внедрять его уже начали, там процессор-то далеко не новый, 905X4. Они показывают, что у нас тут голосовой пульт, и да, голосовой пульт, вот, то есть не буду на нем акцентировать внимание, это Google пульт, реальный Google пульт, который они купили по OEM, они его подсоединяют, и голос даже работает. Но, опять же, то же самое, у нас нет никакой сертификации. То есть сделали, что сделали. Смотрите, что у нас на боках. Есть LAN RJ45 на 1000 мегабит. Есть оптический SPDIF, аудио-видео выход, HDMI, разъем питания, USB 3.0, USB 2.0 и разъем для TF-карт. Спереди у нас часики. Дизайн самый обычный, китайский, он очень легкий. И вот эта вот легкость говорит о том, что там плохой радиатор, потому что нагрев был до 94-96 градусов в некоторых пиковых моментах. А средняя температура работы 86-88 градусов. Это очень много. Это очень много, и в некоторых моментах он начинал просто-напросто тротлить. Поэтому мы уже здесь видим с вами некоторые вопросы по тротлингу, по перегреву, и потому что не сертифицированные ТВ-боксы. Вы за это должны заплатить $60. Извините меня, да, формула памяти интересная, вроде бы все хорошо, сейчас я в обзоре покажу, основные функции он выполняет, и даже какой-то Dolby Digital Plus выводит с DTS ядром. Но тут возникает вопрос, если вам нужен сертификат, то зачем вам столько памяти? Потому что сертификат это больше для просмотра стриминговых сервисов. И тут выступают у нас уже такие мощные, там, грубо говоря, ТВ-боксы в плане сертификации. Это Xiaomi Mi Box S, вторая ревизия, там Xiaomi Mi TV Stick 4K с поддержкой и Dolby Vision, и Dolby Atmos, и они еще и стоят дешевле $50. Вы скажете, а вдруг нам нужен не сертифицированный ТВ-бокс? Ну так извините меня, за $60 можно взять TOX 3 второй ревизии с 1000 мегабитным LAN, но там будет полноценный автофреймрейт, потому что тут-то автофреймрейта нет, и нужно будет его реализовать через, например, тот же самый TV Quick Action, и отдельные какие-то моменты все равно возникают. Вы берете TOX 3, вы берете, допустим, ставите на него Android TV модуль, и вы получите примерно то же самое, вот такой вот пульт за 8 там, или $7 докупите, будет то же самое. При этом там прошивка будет на порядок лучше, работать он будет на порядок лучше, и не греется нифига, а здесь вам купи, доработай охлаждение, имей прошивку с ограниченными какими-то возможностями и радуйся. Ну, короче, что я вам рассказываю? Давайте я уже сейчас подключу и сразу уже будем делать обзор и уже там же и выводы сделаем. В общем-то, ТВ-бокс как ТВ-бокс, ничего супер примечательного в нем нет. Я ожидал большего, вы писали мне о большем, но факт остается фактом.
Все доказательства далее. Поехали. Привычный Android TV интерфейс, ну или уже непривычный, как все привыкли. Хотя перемещать все можно точно так же, с каналами рекомендаций. И в принципе, казалось бы, это обыкновенный Android TV. Но не тут-то было. Нет, это не сертифицированный Android TV, о чем мы с вами сейчас увидим, просто-напросто начав обзор. А для начала он просит указать название устройства, и мы выбрать это не можем простыми способами. Это значит, что оптимизировано это все дело под телефон. Имеется в виду прошивочка слямзена из-под телефона, потому что обычно указать название устройства можно просто-напросто обыкновенным пультом. 5 ГГц подключились, аккаунт я добавил без проблем. Данный пульт подключился вот как MG4, то есть как полноценный пульт. В настройках устройства, а в обустройстве это G7 Max, версия OS Android TV 11, как они заявляют, опять же, что это Android TV. И здесь у нас больше ничего нет. То есть, если мы пойдем в экран и звук, то здесь самое будет примечательное, это поддержка от 480p до 1020, до 3840 в 60 Гц. И вот он, сижу я такой, вы, наверное, сейчас удивитесь, я сижу сейчас с материалом, отснятый на этот GT7, я вам поясню. Дело в том, что именно с этого момента, когда я зашел в меню, у меня начались жесткие перезагрузки. У меня начали жесткие перезагрузки этого, скажем так, ТВ-бокса. И все это было связано с нагревом. Я пытался записать тротлинг-тест, и мы получили максимальную температуру в 94-96 градусов на этом ТВ-боксе. И он был в постоянной перезагрузке. После того, как мы его немного охладили, он полежал, мы смогли продолжить запись. Потому что эти все тесты, и меню, и AIDU 64, и спид-тест я показать нормально не смог. Поэтому на текущем моменте, я вот видите, я могу сейчас показать сами записи. У нас единственный из перезагруза вышел конкретно сейчас я вам покажу. Вот, конкретно вот последняя перезагрузка, это вот после 12 минут съемок он загрузился, и уже там пошло конкретно только мультимедийные возможности. Мы, конечно, вам покажем сейчас, как проигрывает ютубчик, как мы даже во что-то поиграли, но температура нас очень сильно расстроилась. Я вам должен говорить всю правду, я мог бы вам сейчас наплести, что это мега ТВ-бокс, но мы этого сделать не будем. Вы должны знать всю правду. Ну ладно, смотрим дальше. Пробуем, конечно же, мультимедиа. Мультимедиа начнем с YouTube. И в YouTube мы должны с вами попробовать Дикую реку 4К. Дикая река 4К, обязательный, скажем так, у нас соревновательный элемент. Если мы посмотрим с вами сейчас статистику для сисадминов, это 1080p, у нас нет никаких проблем. Мы включаем 2160, это 4К 60 FPS. Смотрим, 0 дропов. Все отлично. Объясню, этот ролик я делал очень высокобитрейтным, с большим количеством листвы и очень трудно обрабатываемым для VP 9.2 и даже для AV01 кодека. Поэтому вы должны понимать, что если он проходит этот тест, то значит по YouTube проблем у нас нет. Сейчас мы попробуем с вами Японию 4К, там где у нас есть AV01 кодек, он только в AV01. AV01 поддерживает, хорошо, подтверждаем, тоже с нулевыми дропами, 4К 60 FPS проигрывает. С коннектом, кстати, 105 мегабит. Топ, я считаю, что по YouTube топ. Теперь мы с вами пробуем многоканальный звук и проигрывание тяжелых тестовых роликов через, например, тот же самый Kodi. Объясню, в чем вопрос. Дело в том, что Kodi у нас более универсален, чем все остальное. Пробуем с записью видео на мой ресивер. Почему? Потому что мы должны с вами проверить, насколько он пробрасывает звук, потому что здесь декодера, само собой, нет. Включаем запись на ресивере, включаем Dolby Digital Plus. И мы имеем Dolby Digital Plus, с этим хорошо. Dolby True HD, когда Dolby Digital Plus есть, значит простой Dolby Digital есть 100%. Dolby True HD идет как простой Dolby Digital, это уже тоже, кстати, неплохо, он умеет его даунсэмплить. И у нас, сразу DTS HD Master Audio, просто по приколу посмотрим, что получится. Нет, DTS HD Master Audio поддержки нет. О, выбросила Kodi. Кстати, странно. Kodi выкинула на DTS HD Master Audio. 90 градусов, да ладно, слушайте, 90 градусов, он просто тупо перегревается.
Жесть. Ладно, это такое дело. И пробуем DTS ядро. Нам надо DTS ядро. Так, DTS ядро есть. И, кстати, DTS X тоже выводится как простой DTS ядро. Ну да ладно, слушайте, DTS HD Master Audio нет, ну и ладно. Пробуем очень тяжелые тестовые ролики, высокобитрейтные. Sony Veil Intonga, очень высокий битрейт, 91 градус. 4К HDR ролик воспроизводится отлично. Если он воспроизводит эти тестовые ролики, значит любой 4К фильм он способен воспроизвести беспроблемно. Но 93 градуса, ребята, он сильно греется, очень сильно. На этом играть нельзя. Однозначно, как бы мы ни хотели. Ну, что ж, выходим. По IPTV тут как бы вопросов не возникло. Я смотрел Full HD потоки, достаточно высокобитрейтные. Все переключается адекватно, все отображается тоже абсолютно адекватно при 91 градусе нагрева процессора. Но для проигрывания контента он может пойти. Я думаю, что если его доработать, то получится еще и неплохой ТВ-бокс. Ведь все свои функции он выполняет очень даже неплохо. Какие у меня могут быть претензии? Видео проигрывает, какой-то объемный звук есть. В принципе, можно было бы сказать, что есть поддержка, допустим, того же Netflix, как они заявляют, но нет. Netflix здесь ломаный. Сразу говорю, Netflix здесь черный, вот это вот черный Netflix говорит о том, что здесь нет этой самой сертификации и ни о каком, допустим, Dolby Audio, но сейчас он загрузится, так как здесь есть DRM L1, можно запустить Netflix в 1080p, постараться его запустить, и что-то будет работать. Вот я сейчас выбираю фильм, и он выбирает только пространственный звук, HD и пространственный звук. То есть он даже не определяет, что подключен мой ресивер, потому что здесь нет сертификата Dolby Vision. Боже, что это за качество вообще жесткое, мамородное. А ну, вы увидите, что это тупо 480p. Это ужасно, ребята, это просто ужасно. Жесть, мамородная. Не, Netflix тут смотреть нельзя. По поводу кое-каких серверов, в частности, которые позволяют нам смотреть онлайн кое-какой такой интересный контент. Я не могу его сейчас называть на YouTube. YouTube очень сильно за это наказывает. И очень сильно я не хочу попасть под эти наказания, потому что уже отхватывал. До 50, 60, даже до 90 при наличии раздающих он тягает. Потому что если нет раздающих и качественных раздающих, то вы как головой об стенку не бейте, он работать не будет. Но при этом у нас проблем с этим не возникло. Здесь гигабитный порт и достаточно нормальный среднячковый Wi-Fi 5 ГГц. По играм, ну можно, конечно же, что-то запустить, но я бы вот при такой температуре, давайте я сейчас запущу, вот я подключил там геймпад свой. Вот он включился. Ну, работает геймпад? Работает. Мы сейчас запустим какую-нибудь игру по типу Асфальта. 88 градусов. Ничего себе, скажу я вам. Ой, я назад поехал, да? Блин, я играю сейчас на GameSir G5, ужаснейший геймпад. Что-то у меня под рукой другого не было. Ой, не, ребят, без охлаждения на этом играть нельзя. Я вот даже сейчас вижу, как он протротливает и такое дело, знаете, прям подергивает. В принципе, какой-то такой, знаете, вот сыроватый. Вот я бы назвал это сырой ТВ-бокс. И я прямо сейчас, вот играя, готов сделать резюме о том, что если охладить, то для контента более... А здесь, кстати, у меня input lag идет. Я не знаю из-за чего. Если охладить, то это, в принципе, будет неплохой вариант. Если конкретно охладить. И неплохой вариант, но учитывая эту цену, я бы смотрел бы, допустим, на TOX 3, устанавливал бы на него, допустим, тот же самый там Android TV модуль, покупал бы пульт, и было бы мне счастье, с учетом того, что там есть и Dolby Atmos в пробросе, и автофреймрейт полноценный. Я думаю, что вот это вот бокс работает при определенных условиях и с определенными недостатками. А уже мы сказали свое слово. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.